Лучше проводных наушников с бодрым сопротивлением могут быть только проводные наушники с еще большим сопротивлением. Иерархию по качеству звука не отменить. Лучшие уши всегда полноразмерные мониторы. Ну а по удобству и безопасности среди тех наушников, которые мы запихиваем себе в уши, это наушники-вкладыши. И пусть они иногда не бывают супер басовитыми, у них не бывает автономности по 9 часов, но в них помещают лучшие микрофоны, и они практически неощутимы в ушах. И, конечно, все последние технические решения запихивают именно в них. Да, они даже с активным шумодавом бывают. Но сегодня исключительно про звук. 300 пар наушников позади. Tube 505, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только максимально быстрые и емкие обзоры, а еще топы товаров, на каждый из которых у меня был отдельный обзор на канале, который вы можете увидеть, если перейдете по ссылке в описании к видео. Все представленные уши я тестировал, и некоторыми из них я пользуюсь уже больше года. Но пора начинать. Топ-10 беспроводных наушников-вкладышей по звуку. На 10 место я ставлю наушники Sabat X12 Ultra. У них великолепная автономность в 7 часов 40 минут на 70% громкости, которой вам хватит. Поддержка кодека aptX, море различных расцветок и великолепная громкость. К проблемам с этими ушами, и поэтому они только на 10 месте, я отнесу их габариты. Не всем подойдет их форма. И сразу для тех, кто не совсем понял, в этом топе все наушники я однозначно советую. Они все, по моему мнению, достойны находиться в ушах пользователей. Упаковка просто королевская, даже мешочек для переноски в наличии. Притом сабаты звучат одинаково хорошо как с iOS системами, так и с Android. Из минусов только посадка, не особо удобный бокс и довольно бодрая цена в $44. Bluetooth 5 версии на YouTube задержки нет, обрывов не замечал. Быстрой зарядкой заряжать бокс наушников нельзя, поддержки беспроводной зарядки в них нет. Вход у бокса Type-C, защита от воды IPX3. Заряда бокса хватает на 5 перезарядок наушников. Кнопки управления механика, диоды в ушах при работе не мигают. Микротерпимая, но звук из-за работы шумодава немного тихий. Для всех микрофонов представленных наушников в моих обзорах есть примеры работы. На громкости выше 80% лично я слышу в наушниках шумы, хотя большинство их не слышат. И по мне в этих наушниках слегка не хватает объема, чтобы звучание назвать топовым. На 9 месте мои любимые Xiaomi Air 2. Вершина технических возможностей Xiaomi-тов оказалась не такой, какую мы ожидали. Коробка масс-маркет, Bluetooth 5 версии, анимация только с MIUI от 12 версии и выше, габариты устройства убивают все желание расписывать его плюшки. Но надо. Классный матовый белый пластик, устойчивый, угловатый, но самобытный бокс с излишними габаритами и немного растаманского вида наушники. Огромные они. Сложно было сделать наушники с такими габаритами, но Xiaomi-то смогли, а жаль. После последней обновы задержки нет ни в играх, ни на YouTube. Влага и пылезащиты нет. Есть поддержка кодека HWA от Huawei. Управление тапами, переназначать тапы можно. Датчик приближения в наличии. Работает отлично. Вынули наушник, воспроизведение встало на паузу. Быстрая зарядка. За 1 час зарядки получаем 3 часа 20 минут работы на 100% громкости, что довольно скромно. 3 перезарядки наушников в боксе, шумоподавление отсутствует, что стандартно для вкладышей. Микрофон в ушах очень хорош, прямо близок к идеалу. Беспроводной зарядки у бокса нет. По одному использовать наушники можно. Обрывов между наушниками и телефонами после последнего обновления прошивки я не заметил. С топовыми телефонами отрабатывают на отлично. Цена около $58 с бесплатной доставкой по ссылке в описании к видео. Уши и правда удачные, не считая странно позорные ножки. Огромная она. Через одну стену ловят, на максималках уши не шипят и звучат ушки насыщенно и богато по всей ширине диапазона. Только вот с дешевыми телефонами звук как из бочки. И за отвратное звучание с Redmi Note 7 ставлю их только на 9 место. Хотя с Redmi Note 7 почти все ужасно играет. Из беспроводных ушей. 8 место. Honor FreeBuds 2. То же самое, что Huawei FreeBuds 2. Достойные для своего времени наушники, и по мне они все еще актуальны. У меня с ними связано очень много различных эмоций. Добротный у них микрофон, уникальный дизайн, защита от влаги и пыли IP54, пусть скользкий, но при этом премиального качества глянцевый поликарбонат. Есть беспроводная зарядка бокса, проводная зарядка от Type-C, несколько видов расцветок. На максимальной громкости наушники играют скудновато, всего 2 часа 40 минут автономности,
что слегка печально. Bluetooth версии 5.0 ловят в 30 метрах от источника свободно. В идеале есть анимация с телефонами Huawei, но я ее видел лично только в роликах, хотя у меня был Huawei P20 Pro. Море цветовых решений, управление этапами, голосовой помощник и остальные стандартные плюшки. Есть специальная программа для перепрошивки ушей, микрофон немногим хуже, чем в AirPods, датчики приближения в наличии, хороший запас громкости и насыщенный правильный звук. 13-мм драйверы — это хорошо, хотя сейчас это уже и стандарт. И когда их выпускали, я даже не думал, что вкладыши могут так топить басы, а эти могут. И мораль: если у вас на руках эти ушки, кроме как на первом месте данного топа, я бы не стал переходить ни на что-либо другое. Тем более, если у вас телефон Huawei, ну только если не на Huawei FreeBuds 3, они играют, конечно, получше. Следующее место. Baseus W04 Pro на 7-м месте. И кто бы что ни говорил, особой разницы между их версией 0.4 и 0.9 по звучанию лично я не услышал. Но в 0.4 мне очень зашел крайне удобный бокс с беспроводной зарядкой, тактильный матовый приятный пластик с великолепной посадкой, про которую в этом пункте мне бы хотелось сказать отдельно. Вкладыши по размеру практически все копии AirPods в первой версии, за редким исключением. И если ваши ушные раковины слегка больше стандартных, вам подойдут две модели, о которых я расскажу далее. Но также вы должны понимать, что для вкладышей уже давно продают различного вида амбушюры, притом нередко уже довольно приличного качества. Так что если вам по посадке что-либо не подошло, но вам нравится бренд и звучание данной модели, достаточно прикупить амбушюры и будет вам счастье. Вернемся к Baseus'ам. По звуку они молодцы. Бокса хватает на 3,5 заряда, заряжается бокс до 100% за 1,5 часа, сами ушки незначительно больше AirPods. Управление осуществляется постукиванием, минимум 4,5 часа автономности на одном заряде на максимальной громкости они выдают, что очень даже хорошо. Bluetooth версии 5.0 без рассинхронов с топовыми телефонами. Через две стены ловят свободно. Диоды в ушах при работе не мигают. AAC и SBC кодеки, практически все, что можно выжать из звука в форм-факторе вкладышей в сегменте эконом-класса, они выжимают. Остальные ушки, те, что выше в топе, делают больше, чем я мог ожидать от данного форм-фактора. А эти просто хороши. Еще и учитывая их цену в $29. Микрофоны совсем не топовые, и снова здесь 13-мм драйверы. А если придираться, в этих ушах, как и в прошлых, не хватает слегка объема в звучании. Это же вкладыши. Баса нет, зато объем должен быть. 6-е место. SoundPeak. Странного вида наушники, немного большие по размерам, чем AirPods. 5 звезд на Амазоне. Топовый пакинг. Люблю я такой ультраэконом. Кабель для зарядки бокса Type-C, бокс легкий, выглядит безумно убого. На борту бокса одна физическая кнопка. Bluetooth версии 5.0, чип Qualcomm-овский 3020, кодек aptX они поддерживают. Работать по одному ушки могут. Официальной влагозащиты нет, автономность на 100% громкости, внимание, 5 часов 37 минут. Уши заряжаются до 100% за 1 час в боксе. В YouTube заметной задержки нет. Микро в помещении терпимо, на улице плохо. Звук для их стоимости просто нереальный. Детализация, средние и высокие вообще без нареканий. Басы, напоминаю, не про вкладыши. Ну, кроме одних, но о них далее. 5-е место. Realme Buds Air. Это, можно сказать, такая корпорация добрых монстров от BBK. И если бы мне 10 лет назад, когда я отказывался покупать их домашнюю технику, сказали, что они будут в топ-3 рынка мобильных устройств, я бы рассмеялся в ответ. А зря. Они, кстати, сейчас на 2-м месте по продаже телефонов в мире. Но у меня сейчас обзор, а не аналитика. Realme Buds Air. Выглядят дешево. По функционалу дорого. Сенсор приближения работает просто отлично. Зарядка бокса по кабелю Type-C. Пластик пахнет первую неделю. Бокс довольно крупный. Пачкается бокс моментально. 3 цвета на выбор, 3 зарядки в одном боксе у наушников. В первой партии этих наушников было море брака, поэтому не ориентируйтесь на их супер свежие обзоры, смотрите последние, когда будете их выбирать. У меня на тестах были ушки без нареканий по качеству и работе, я их покупал после релиза где-то через месяца 3. Кодеки только AAC и SBC. По одному наушники работают, через одну стену ушки ловят. Задержки на ютубах и в играх нет. 2 часа 48 минут их автономность в режиме реального времени на
на 100% громкости при проигрывании фильмов с YouTube. Громкость с запасом. Управление сенсорное, как и у всех прошлых, без регулировки громкости. Микрофоны не фонтан. Драйвер здесь всего на 12 мм. Звучание по мне просто ровное. Вот просто эталон меломана без лишних понтов. Цена $66 по ссылке в описании к видео. Google Fast Pair на борту. В BBK телефонах в идеале должна быть еще и анимация. У меня на Vivo Nex 3 так и не появилась. Четвертое место. AirPods 2. Как и первые. Супер царапающийся пластик бокса. Люфт крышки в наличии. Цвет 1. Анимация с айфоном. Поддержка голосового помощника во втором поколении. Заряжается бокс по проводу за 30 минут на 30%. При помощи беспроводной зарядки за 30 минут на 20%. Можно переназначать тапы. Функцию «Привет, Siri» отключить нельзя, и это плохо. Молниеносная скорость подключения, минимальная задержка, которая неощутима, как и в первой версии в принципе. Через две стены наушники бьют. Качество звучания, как и громкость в первой версии, одинаково. И звучат, как и работают они отлично только с iOS-системами. За то, что с Android их лучший микрофон работает реально хуже, да и звучат они не так отлично, как с iOS-системами, только четвертое место. Время меняется, все движется вперед. Apple могли бы выбрать интеграцию своих аксессуаров, но нет. Автономность 5 часов. И если у вас iPhone, я считаю, других альтернатив нет. И для всех, кто здесь впервые на канале, постоянный конкурс 5 Mi Band'ов 4 серии разыгрываются на канале за лайк, подписку и любой комментарий к любому из видео ежемесячно, рандомно на стриме. Полные условия конкурсов, как всегда, в описании. И не забывайте написать, что еще купить для обзора в комментах. Третье место. Oppo Enco Free. И на третьем месте они от того, что они схитрили. Это гибриды. Но ближе по форм-фактору они к вкладышам. 6 часов автономности на 80% громкости, 3 размера амбушюр, которые потом нужно еще будет найти при выходе из строя ваших основных, 3 цвета, матовая поверхность, зарядка бокса только по проводу. До 100% заряжается за 110 минут. 4 раза перезарядить наушники с него можно. В наличии с некоторыми телефонами анимация. Bluetooth версии 5.0, кодеки только AAC и SBC за 1 час 10 минут полностью заряжаются в боксе. Задержки на YouTube нет, в играх она минимальная. Пассивная шумоизоляция есть, ведь у них есть амбушюры. Единственные, пусть и псевдо-вкладыши, но с басами. Увеличивать громкость можно прямо с ушей. Сенсор приближения на борту отрабатывает на ура. Управление тапами. Драйвера здесь уже на 13,4 мм. С iOS-системами работают хуже AirPods, а вот с Android, если учитывать басы, лучше. А запас громкости даст фору любым наушникам-вкладышам. Микрофон средний, цена постоянно падает, много цветов, приятный звук, раскатистые басы. Второе место. Huawei FreeBuds 3. И здесь все просто. Главный фейл – автономность 4 часа. Главный плюс – они попытались сделать шумодав. Попытались от того, что пользователи разделились здесь на два лагеря. Одни, к которым я причисляю себя, говорят, что эта приблуда работает плохо. Другие говорят, что им этого шумодава хватает с головой. У наушников интересный круглый бокс, приятный глянцевый бесполезный пластик. Если у вас телефон Honor или Huawei, однозначно стоит покупать именно их. Драйвера на 14 мм, несколько цветов, быстрое сопряжение с Android устройствами. И это вторые наушники, в которых есть басы, пусть и не такие явные, как у Oppo Enco Free. Кодеки AAC и SBC и плюс родные кодеки от Huawei. Отвалов нет. Видимой задержки нет. Каждое ухо, как и в Oppo, работает отдельно с телефоном для минимальной задержки. Есть беспроводная и реверсивная зарядка. Заявлена защита IP64. Люфта у крышки бокса нет. Есть программа для переназначения тапов. Шумодав настраивается прямо в проге. Обновы прилетают постоянно. Бокс довольно крупный. Звучание просто топовое. Микрофоны отрабатывают на отлично. По звуку, они великолепны. Но есть кое-что лучше, и оно на первом месте. Цена сейчас на них в районе $130. И они однозначно этих денег по мне стоят. Но не стоит ничего особого ждать от их шумодава. Первое место – Vivo TVS. Громкие, 2 цвета, странный бокс, aptX на борту, Bluetooth 5 версии, задержка абсолютно незаметна. 15 минут в кейсе дают 2 часа звучания в ушах, 4 полных заряда на уши в боксе, автономность 5 часов на 100% громкости, зарядка бокса только через Type-C, сумасшедшая громкость, отличный микрофон, анимация в некоторых телефонах BBK, драйвер, внимание, на 14,2 мм. Цвет бокса и ушей либо синий, либо белый градиент. И звучание, которое нереально описать
словами, а ощущение близко к накладным наушникам. Звук вас просто обволакивает. И хотя их глянцевость мне не понравилась, это лучшие по звуку ТВС вкладыши, которые у меня были на обзорах. И про них смотрите отдельный обзор на канале, очень их советую, читайте там комментарии пользователей. Я не удаляю негатив, можете читать как позитивные, так и негативные комментарии. Просто главное, единственное, если хотите написать свое мнение по поводу любого девайса, помните, что канал без мата. Резюмирую, вы теперь знаете мой топ-10 наушников-вкладышей, которые я считаю достойными. И купите ли вы себе Базеуса за 1500 рублей, либо Vivo TVS за 10, неважно. Главное, лучше отказаться от внутриканальных. Понятно, что они звучат намного приятнее, что посадка у них иногда удобнее, но они по-настоящему более вредные. Можете проконсультироваться с лором. Смотрите другие топы девайсов на канале. Если интересен такой длинный формат топов, обязательно напишите в комментарии. Добавляйтесь в группу взаимопомощи в Телеграме. Рекламы и мата на канале нет. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом. Спасибо вам за просмотр. Девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.